Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оля, и вы на моем канале о стильном рукоделии. В прошлом видео я рассказывала вот об этом кардигане, который сейчас на мне. Ссылку на это видео я оставлю в инфобоксе, либо здесь где-то размещу, как всплывающее окошко. И в прошлом видео я говорила о том, что пуговицы я сделала своими руками и обещала рассказать как. Когда я связала этот джемпер, точнее кардиган, я искала по всем магазинам пуговицы, и в интернете смотрела, и так в магазины ходила, искала, и ничего мне не нравилось. Какие-то пуговицы, делали его более дешевым, некоторые просто не подходили, какие-то, то есть мне ничего не нравилось. Потом в одном магазине я все-таки нашла пуговицы и уже собралась заказывать, причем они были очень красивые, перламутровые, прям как раз то, что мне нужно. Но оказалось, что в этом магазине этих пуговиц всего одна. Соответственно, я осталась без пуговицы, думаю, что же делать, кардиган уже хочется носить, а пуговиц нет. И тогда я подумала, если я связала кардиган сама, почему бы мне не сделать самой пуговицы? Я порылась в интернете, посмотрела примерно, как это делается, и попросила мужа съездить в магазин и купить мне материалы. Соответственно, теперь рассказываю, как их делать и что нужно для этого. Значит, я попросила его купить глину зеленого цвета. У меня вот остаточек, упала. Зеленого цвета и шоколадного цвета. Все поближе покажу сейчас. Сейчас расскажу в общем, расскажу, как делала, а потом покажу каждый из этих предметов ближе и еще раз повторю. Значит, что с глиной мы делаем? Глину мы смешиваем, то есть мы берем те цвета, которые нам необходимы, причем там столько вариантов, как можно это сделать, и она прекрасно между собой перемешивается. То есть я взяла зеленую и немножко, совсем чуть-чуть взяла шоколадного цвета. И все это нужно как следует размять, погреть ее в руках, сделать ее более пластичной. Дальше я раскатала это все в пласт толщиной, наверное, сколько здесь, пару миллиметров примерно, может быть 1,5 миллиметра. Это уже можно варьировать, кому какой размер пуговиц необходим по толщине, по диаметру. А затем я попросила его купить формочки, они в наборе идут вот такие обыкновенные металлические формочки, 3 штуки. И средней формочкой, то есть мне нужны были примерно такие пуговицы, да, средней формочкой я вырезала кружочки такие, как не пирожки, а ладушки. В серединке я, так как пуговка, она обычно в серединке чуть тоньше, я их в серединке каждый примяла прямо пальцем и взяла трубочку от чупа-чупса, палочку такую, полую палочку, и сделала 2 дырочки, чтобы ее пришивать. А дальше все это я сгладила, аккуратненько пальчиками прижала, и затем муж мне купил вот такую бронзовую пудру. Сейчас, наверное, не очень хорошо будет видно, но я сниму так, что можно будет разглядеть. Если нужно сделать стоп-кадр и разглядеть. Значит, бронзовая пудра. И я еще взяла свои тени, точнее, это не тени, это пигмент от MAC, ванила. И что я с этим делала? Я брала прямо пальцем и на каждую пуговицу наносила пальцем бронзовую пудру и пигмент. И вот как-то перемешивала, чтобы это все было перламутровое, но при этом с рыжим каким-то отливом непонятным. В общем, в тон как-то, чтобы они подходили к этому кардигану. Теперь добавляю эту фотографию, можно все рассмотреть, записать, как называется. Здесь добавила еще пигмент MAC. Чтобы видно было, что это. И теперь видео. Вот она глина, она похожа на пластилин. Ее надо как следует размять в руках, нагреть, до однородности перемешать. Вот я добавляла шоколадный цвет еще к ней, малюсенький кусочек, чтобы был не такой зеленый цвет.
вот показываю все, можно тоже нажать на паузу. И формочки, они по 3 штучки вот продавались в такой, просто в картонной упаковке. Она у меня не сохранилась, и средней формочкой я вырезала и вот по центру 2 дырочки делала палочкой чупа-чупса. Дальше показываю пудру, которую я ей прям пальцем наносила, как я уже сказала. Тоже поближе. И еще поближе пигмент, это цвет ванила. Все это я вместе там как-то смешивала пальцами просто по поверхности. И теперь показываю пуговицы. Они, конечно, такие немножечко щербатые, немножко вон пальцы отпечатки остались, но это просто я очень близко приближаю, на самом деле, так издалека, точнее, ну не издалека, а просто если смотреть, то этого не видно. Ну и плюс я их уже давно ношу. Вот здесь вот видно следы от утюга. Наверное, все-таки надо лаком покрыть. Здесь вот не сильно видно. Вот такие пуговицы пришивала я тоже ниточкой Малабрига. Вот видно след, то, что я пальчиком показываю, как раз делала такое углубление для дырочек. Ну и все издалека показываю. И фотография, вот как они смотрятся. Это вот на солнышке. И еще совсем издалека дальше расскажу уже, как запекать. Дальше самый важный момент – это запекание. Запекать нужно обязательно в пакете для запекания, чтобы не распространялись пары токсичные. Полимерная глина достаточно токсична. И что делали? Брала я все это в пакет, клала пуговки на противень и в духовку тут вот написано, при 110 градусах на 30 минут запекать. После того, как паста эта запеклась, пакет я открывала на балконе, то есть, чтобы и при открытых окнах, чтобы это все сразу проветрить. И духовку потом мыла губкой с слабым мыльным раствором и тоже проветривала кухню. Ну, это все буквально там быстро очень делается, то есть не создает каких-то таких проблем. Тем более я не каждый день делаю пуговицы, иногда можно. А дальше, когда пуговицы полностью остынут, прям полностью, я, когда они остыли, наносила на них лак. Лак специальный для полимерной пасты. По-моему, 2 слоя я делала. Ждать надо до отлипания 20 минут и для полного высыхания 24 часа. Я 2 раза наносила 2 слоя. 1 раз дала высохнуть 24 часа и на следующий день еще раз покрыла лаком. И еще дала высохнуть 24 часа. И все, и пришила. Мне очень это понравилось. В следующий раз, когда я также не смогу найти пуговицы, я буду пользоваться этим способом. Глина это имеет бесчисленное количество какой-то цветов. Можно найти более мягкую глину, более твердую. Ну, я имею в виду пасту вот эту полимерную. Можно более плотную найти. Вот это, по-моему, самая твердая, профессиональная. Не знаю, такую вот я попросила купить. Единственный минус у этих пуговиц это то, что их нельзя гладить, и даже, по-моему, нельзя парогенератором их гладить. То есть я случайно припечатала их утюгом, и на них остались следы. Я даже думала, надо опять лаком их покрывать, но потом как-то это не сильно заметно, и даже интересно, я бы сказала, и я оставила так. Вот. Конечно, эти пуговицы не выглядят как фабричными. Это пуговицы handmade, то есть они такие неровные где-то, где-то чуть тоньше у меня получилось, где-то чуть толще, я же не профессионал. Но для вязаных изделий, мне кажется, это вообще то, что нужно. И они так классно смотрятся, вот мне прямо очень нравится. Так что делайте пуговицы, фантазируйте. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И всем пока-пока!